Глеб, как же ты так много успеваешь всего делать? Никто этого не спрашивал, но я все равно расскажу, в чем заключается мой секрет, какая у меня система продуктивности, какие инструменты я для этого использую. И главный секрет это в том, что у меня нет никакой единой системы. Я использую много разных программ, много разных инструментов для того, чтобы все трекать. Это было большим облегчением, когда я разрешил себе использовать много инструментов, а не стремиться там все держать в одной какой-то специальной программе, выстраивать эту систему и ограничивать себя как-то из-за этого. Когда ты пытаешься выстроить единую систему, ты просто подгоняешь свой стиль работы под какие-то искусственные ограничения. Это полный бред, потому что каждый работает в каком-то своем стиле. А зачем это ограничивать? Я в какой-то момент разрешил себе этого не делать, и у меня все стало получаться. Первый инструмент, который я использую, это Notion. Это основной инструмент, где я веду большую часть своих заметок, большую часть своих задач. Также я там общаюсь с сотрудниками и с клиентами. И у нас есть общие доски. Вот здесь также секрет, что у меня нету единой доски под все. Знаешь, как там в каких-то видосах рассказывают, сделай там себе вот эту вот операционную систему для жизни или Second Brain, вот там вот эти все какие-то сложные системы. Это слишком сложно, мне это не нужно. Я Notion использую, я уверен, абсолютно неправильно. У меня куча есть каких-то досок, у меня есть доска с личными задачами, при том, что у меня вот в этих карточках, в личных задачах у меня есть одна карточка со списком дел на неделю. Вот такого рода хаос, и это окей, понимаешь, мне так удобно, мне так нравится делать. У меня многие задачи дублируют, в разных досках может быть одна и та же задача. Что я заметил, что задача делается, чем чаще она попадается на глаза в разных досках, тем больше вероятность, что она будет сделана. Единственная адекватная метрика, насколько хорошо работает твоя система продуктивности, это как много задач ты успеваешь сделать, а не то, насколько она красивая, продуманная и там нигде ничего не дублируется. Это вообще не нужно. Я это вот полностью отмел. У меня может задача 3 раза быть где-то упомянута. Если это важная задача, это окей. Главное, чтобы она была сделана. Зато потом какой кайф эту задачу двигать на канбане в 3 досках и еще и галочку ставить в списке, который был просто где-то сделан там рандомно. Я не буду здесь показывать Notion, потому что там много личного, будет тяжело это мне нормально показать, поэтому идем дальше. Заметки. Это обычный ноут на Маке, на айфоне, да, ноут. Это гениальное приложение, я считаю. Чем оно мне нравится, вот я его сейчас здесь открою, это полный минимализм. Я, например, люблю в заметках именно писать. Почему я люблю здесь писать? Потому что здесь я отключил полностью всю орфографию, и мне ничего не мешает. То есть я могу здесь вот взять и написать черновик для какого-то поста. Просто меня ничего не будет отвлекать. Также здесь я могу какие-то просто короткие штуки пометить, там e-mail какой-то сохранить, еще что-то. То есть это такой, знаешь, как буфер-обмен дополнительный, который иногда я использую. Видишь, у меня 1700 заметок. В какой-то период я много писал, то есть я там еще практиковал утром составлять список дел, там вечером какую-то рефлексию писать, какого-то общего настроения для лучшего понимания того, что ты делаешь. Это супер инструмент, то есть он самый простой, он синхронизируется мгновенно с айфоном, я на айфоне также могу открыть эти заметки, написать, супер мощная штука. И вот лайфхак, отключить здесь орфографию, чтобы она тебе не мешала. Вообще орфография, она нужна уже на моменте публикации. А если ты записываешь идеи, тебе не нужно вот этого, чтобы тебе подчеркивали какие-то там ошибки или еще что-то. Это вообще не важно, такой лайфхак. Заметки рулят абсолютно. То есть здесь тоже постоянно я что-то делаю, хотя я прекрасно понимаю, что я могу те же заметки делать в Notion, и они сразу будут в карточке. Я иногда пишу здесь заметку, и если она мне нравится, я ее в Notion уже создаю карточкой, и там она у меня где-то лежит. Но что-то там в Notion не лежит, что-то дублируется. Но здесь я, кстати, в заметках я никогда не читаю, никогда к ним не возвращаюсь вообще. Но такая возможность есть, если нужно. ТГ-каналы. Это тоже классный лайфхак. Ты можешь использовать избранные, да, или saved messages, если в английской версии ТГ, просто там что-то хранить. Тоже многие используют это как заметки, я в том числе. Но я еще создаю приватный канал под какие-нибудь дополнительные отдельные задачи. Например, у нас есть канал с расходами, где мы фиксируем расходы с женой. Это общий канал, да, мы его ведем, там можно анализировать и удобно дает дисциплину. У меня есть ТГ-канал под тренировки, где я там фиксирую какие-то ключевые моменты тренировки. Я его веду уже там, типа, наверное, с 2019 года, и там вот можно найти старые видосы, туда выкладываю в этот канал. Он только мой, он приватный канал, где я что-то фиксирую. А также у меня есть приватные каналы для контента, который я в канал выкладываю. То есть вначале я выкладываю его в тестовый канал, там смотрю, редактирую и дальше уже делаю форвард в основной. Вот такой workflow с приватными ТГ-каналами очень удобный, да, и они с тобой всегда в мессенджере вместе ходят. Календарь.
Google календарь абсолютно важнейший столб продуктивности, то есть там я отмечаю все встречи и личные, и рабочие. Это совершенно зрелая привычка. Все какие-то встречи, на которые я хожу, они все заносятся в календарь, и я все могу их смотреть и понимать, организовывать свое время. Супер полезная штука. Например, вот сейчас у меня идут съемки YouTube, я тоже в календаре этот блок обычно выделяю, чтобы понимать, что в это время я хочу снимать YouTube, и это вот посвященное этому время. Zoom. Здесь я провожу звонки с учениками, с клиентами, с сотрудниками. Это по-прежнему, для меня номер один тулза для созвонов. Но вот внутренними их AI-штуками я не пользуюсь, которые там AI-помощники, AI-транскрибация. Я использую в Notion их транскрибацию, да, она сразу же записывается в карточку в Notion и там делает summary, и можно там сразу же чекбоксы, задач. Можно вообще искусственным интеллектом из нее по каждой встрече попросить создать отдельную доску и делать эти задачи. То есть мне это сильно удобнее. Поэтому Zoom я использую чисто вот как тулзу для созвонов, но вот весь остальной обвес, который есть вокруг Zoom, я не использую вот эту экосистему. Не знаю почему, но мне она как-то вот не приглянулась. То есть вот опять все стремятся все собрать в одном месте, чтобы было, да, вот у Zoom, в принципе, там и календарь есть, там и мессенджер есть, там и почта есть, там все, по-моему, есть. Workplace они называют. Мне достаточно их только звонкового функционала, больше мне ничего не надо. Я свою систему продуктивности собираю из того, что мне нравится, и типа туда как-то насильно въезжать, переезжать, нафиг мне это нужно. Google Sheets и Google Docs. У меня есть подписка на Microsoft. Сейчас у меня даже Word не установлен, и Excel не установлены у меня на компьютере, то есть я использую только Google Sheets, Google Doc для этих целей. Но это тоже как бы вещь, без которой я слабо себе представляю, как можно что-либо делать. То есть я там считаю свои финансы, какую-то тоже делаю аналитику, в общем, все, что связано с каким-то анализом, я делаю там. В таблицах, поскольку я аналитик, удобно вести все, например, там трекать. Я уже много раз рассказывал, что я люблю трекать сессии каких-то сложных вещей. Вот, например, когда я записывал курс по алгоритмам, да, я трекал каждую сессию съемок, чтобы полгода этот проект делать, чтобы его завершить. Также у меня студенты на курсе тоже используют трекеры, которые сделаны в Google Sheets, просто, табличка, в которой они фиксируют те задачи, которые они прорешали, и то время, которое они затратили на обучение. И да, говоря про курс, про алгоритмы, у меня в телеграм-канале можешь найти тест по алгоритмам. По ссылочке в описании переходи, проходи тест 6 минут, 11 вопросов, сразу станет все понятно, есть ли у тебя проблемы в алгоритмах или нет. Я пошел, пока.